Сейчас вы увидите, как я создам главное приветствие для голосового меню компании. Остановите это видео и наберите в поисковике или в адресной строке название сайта audioconstructor.rf. Слоган сервиса – голосовое приветствие за 5 минут. Но этот ролик чуть более 20 минут. Это связано с тем, что основное время уйдет на аннотации и обучение. К тому же будет рассмотрен довольно сложный пример создания приветствия с наложением музыки. Но уверяю вас, что простое голосовое приветствие можно создать даже меньше, чем за 5 минут. Посмотрите это видео до конца, ухватите основные моменты и попробуйте сделать свой рекорд по скорости создания голосового приветствия онлайн. Итак, поехали! Выбираем категорию базы, из которой будут браться озвученные слова. Можете отметить и мужской, и женский пол диктора и выбрать необходимый из выпадающего списка. Для голосовых приветствий часто используются женские голоса. Не будем оригинальничать и выберем женский голос. Прослушайте пример выбранного голоса нажатием на данную кнопку. У дикторов есть индивидуальные шаблоны, что уменьшает время создания голосового приветствия до секунд. Не будем экономить время и рассмотрим создание голосового приветствия с нуля. Теперь, когда диктор выбран, приступим к созданию текста, который будет отображаться вот в этом поле. Открываем список фраз и выбираем необходимые фразы. Иными словами, составляем свой сценарий голосового приветствия. Нажимаем на кнопку «Добавить следующую фразу». Мы создаем новую ячейку, в которой выбирается следующий пассаж нашего голосового приветствия. Список фраз довольно длинный. Это дает возможность составления самых разных вариантов голосовых приветствий для автоответчиков компаний и для мощных АТС-систем с IVR-меню. Приноровившись, можно с легкостью набрать необходимый пул фраз и создать текст голосового приветствия на лету. Выбираем нужные фразы из списка одну за другой до тех пор, пока не будет составлен окончательный текст. Если какая-либо фраза выбрана ошибочно, заменить ее довольно просто. Нужно открыть список и выбрать ей замену. Либо можно удалить фразу, нажав на иконку корзины. Все, что мы сейчас делаем, это просто набираем последовательность фраз. В дальнейшем мы выберем интонации этих фраз, ведь их можно произносить как с нотками продолжения, так и с нотками окончания. А еще отрегулируем паузы между данными фразами, ведь между ними для более естественного звучания нужны разные длительности пауз. Выбираем из списка фразы, добавляем еще, снова выбираем. Повторяем эти действия нужное количество раз. Это делать можно быстро, не опасаясь ошибиться, ведь можно ненужные фразы удалить, либо заменить, а также вставить между ними дополнительную фразу по необходимости, кликнув между фразами кнопку «Добавить еще фразу». Все это делать легко. Добавляемые фразы формируются в сплошной текст, не разделенный знаками препинания. Расстановка знаков препинания не является целью сервиса. По сути, знаки препинания не нужны. Полотно текста отображается лишь для удобства, чтобы видеть общую картину и ориентироваться в подборе. Составление текста занимает, пожалуй, львиную долю времени, так как приходится выбирать фразы из тех, что имеются в списке, и одновременно придумывать сам текст, то есть последовательность этих фраз. Наконец, мы набрали все необходимые фразы голосового приветствия, и у нас получился вот такой текст. Это еще не готовое приветствие, ведь не настроены интонации и паузы, но, тем не менее, послушаем, как это звучит онлайн, нажав на волшебную кнопочку «Прослушать запись». Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим. Нажав звездочку. Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5. Либо оставайтесь на линии до ответа секретаря.
Мы ответим вам через несколько секунд. Спасибо. На заднем фоне присутствует защита от несанкционированного использования. Не обращаем на это внимания. В целом запись пока звучит сыро, и мы тут же приступаем к настраиванию интонаций. Напротив фраз выбираем интонации. Не для каждой фразы доступен выбор интонации. Это означает, что у фразы есть только одна интонация. Если вы сомневаетесь в правильном выборе интонации, в любой момент можно послушать, как звучит та или иная интонация, нажав в самом низу кнопку «Прослушать запись». Для быстроты составления голосового приветствия я не прослушиваю запись после каждого выбора интонации. Думаю, что я в этом не ошибусь. Да и если ошибусь, то разве сложно будет потом сменить выбор? Это абсолютно легко. Я произношу в уме эти фразы и проставляю значение интонации напротив каждой фразы последовательно, без особых затруднений. Когда все фразы будут снабжены нужными мне интонациями, тогда и прослушаем запись. Потом еще предстоит повозиться с расставлением пауз между фразами голосового приветствия. Но это также легко делать. А вот фразы, для которых нет возможности указать интонацию, пропустим их и укажем интонацию для завершающей фразы приветствия. Теперь можно прослушать, что получается с учетом интонаций. Здравствуйте. Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5. Либо оставайтесь на линии до ответа секретаря. Мы ответим вам через несколько секунд. Спасибо. Что ж, на данном этапе уже прослушивается картина. И явно не хватает работы с паузами, чем, собственно, сейчас мы и займемся. Длину пауз можно регулировать путем ввода значения или нажатием на символы плюс и минус. Ставьте те значения, которые необходимы. Впоследствии все можно с таким же успехом изменить. Как и с выбором интонаций, я не слушаю после каждого ввода значения. Не хочу вас мучить сырым звучанием. Но как же приятно попробовать наугад проставить все паузы, а потом послушать результат. В этом есть элемент творчества. К слову сказать, вам будет симпатична эта возможность поиграться с паузами. Если заказывать голосовое приветствие в студии, то получается так, как уже записано и смонтировано. А в данном случае вы сами регулируете паузы. Пробуйте, слушайте, меняете, снова слушаете. А теперь и мы послушаем, что получилось. Здравствуйте. Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5. Либо оставайтесь на линии до ответа секретаря. Мы ответим вам через несколько секунд. Спасибо. Мне нравится. Все звучит так, как я и задумал. Теперь можно ввести свой email в соответствующее поле и нажать на кнопку «Получить запись». Но я не буду этого делать, ведь я обещал, что рассмотрим пример с музыкой. Посмотрите, как легко можно наложить на наше голосовое приветствие музыку.
Нужно указать, с какой секунды начнут звучать слова. Я планирую вначале сделать музыкальное вступление, поэтому указываю, чтобы слова вступили с 3-й секунды. Для начала нужно определиться с композицией, фрагменты которой будут использованы в нашем голосовом приветствии. Выбираем композицию и слушаем. Послушаем другую композицию. Думаю, что данная композиция мне подойдет. Теперь самое интересное. В данном списке содержатся нарезки из выбранной композиции, и они подготовлены таким образом, что подойдут друг к другу в любом сочетании. Поэтому можно не глядя добавлять любые фрагменты. Другой вопрос, нравятся ли нам эти фрагменты. Будем добавлять и слушать. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Слова вступили на 3-й секунде, как и указано. Давайте поменяем значение и послушаем. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. А пусть слова вступят вместе с музыкой. Здравствуйте! Вы позвонили в... Пожалуй, вернем, как было. Изменения вступают в силу в момент нажатия на кнопку проигрывания. Добавим еще один фрагмент музыки для продолжения. И этот фрагмент склеится с предыдущим фрагментом. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Поскорее хочется уже составить музыкальный фон. Добавляем еще один музыкальный фрагмент. Наугад выбираем фрагмент композиции и тут же слушаем. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Класс! Мне нравится, как удачно совпала активность в музыке со смыслом слов. Далее я не буду прослушивать после каждого выбора, а выберу еще 2 дополнительных фрагмента, а потом послушаем все кучей. Давайте послушаем. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5. Либо оставайтесь на линии до ответа. В середине был небольшой провал в звучании. Это связано с тем, что не выбрана мелодика 3-го фрагмента. Мелодика. Она возможна на продолжение, когда фрагменты должны склеиваться между собой, плавно перетекая друг в друга. Или на окончание, когда фрагмент имеет завершающее звучание. Я добавляю еще парочку фрагментов. Название фрагментов имеет смысловое значение по звучанию. Отбивки обычно короткие и характерны своей мелодичностью, а фоны более продолжительны и плавны. Мелодику фрагментов пока менять не буду, чтобы послушать разницу. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку.
Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5, либо оставайтесь на линии до ответа секретаря. Мы ответим вам через несколько секунд. Спасибо! Заметны неуместные паузы из-за невыбранной мелодики. Использование фрагментов с мелодикой на окончание где-нибудь в середине или даже в начале вполне возможно. Это зависит от того, как реально звучит и нравится ли при прослушивании. Но в конце все же лучше использовать мелодику на окончание. Громкость фрагментов. В первой колонке громкость начала, а во второй — окончание. И так для каждого фрагмента. Если в начале меньшая величина, а далее большая, то громкость фрагмента увеличивается. Если наоборот, то громкость будет уменьшаться. Вот такой звуковой монтаж голосового приветствия онлайн. Я не буду прослушивать, как каждый раз меняется громкость, и не буду вас мучить частыми прослушиваниями. Вы сами можете своими руками прямо сейчас попробовать на сайте audioconstructor.rf. Я вновь указываю значение громкости фрагментов практически наугад, так, как я это предслышу, как я хотел бы, чтобы это звучало. Я думаю, что не ошибусь. Действительно ли это то, что мне нужно или нет, я услышу, нажав на кнопку прослушивания. Здравствуйте! Вы позвонили в онлайн-магазин. Благодарим за звонок. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тоновый режим, нажав звездочку. Выбирайте. 1. Для прослушивания информации об акциях и интересных товарных предложениях. 2. Если хотите узнать о тарифах и условиях. 3. Чтобы прослушать инструкцию о том, как сделать заказ. 4. Чтобы узнать состояние текущего заказа. Для того, чтобы соединиться с отделом продаж, наберите клавишу 5, либо оставайтесь на линии до ответа секретаря. Мы ответим вам через несколько секунд. Спасибо! Это круто! Мне все нравится. Вот такой я мастер создания голосовых приветствий онлайн. Смотрите, какой мой монтажный лист онлайн. Я хочу это купить. И для этого я должен ввести свой email в соответствующее поле и получить на почту письмо от сервиса audioconstructor.rf. Для того, чтобы созданное голосовое приветствие получить на почту, я ввожу свой email и нажимаю на кнопку «Получить запись». Я не хотел бы потерять результат труда, а для этого есть ссылка на сформированные параметры.
Скопируйте ссылку и сохраните себе. Перешлите руководству компании, отправьте другу, знакомому, да кому угодно. Нажмите на ссылку, чуть подождите, чтобы параметры подгрузились в браузер, и вы увидите, что все настройки сохранены. Повторяю, не забудьте скопировать ссылку. А на мою почту уже прилетело письмо. Вхожу в почту, открываю письмо и вижу. Одна ссылка для скачивания защищенной версии голосового приветствия, вторая для оплаты и получения незащищенной версии. Кликнув на ссылку для оплаты, я увижу окончательную сумму. Выбрав удобный способ платежа, я оплачиваю и покупаю файл. Теперь я могу смело сказать, что я создал голосовое приветствие самостоятельно. Пробуйте и вы. Это просто.